открыл компанию в США по установке полов. Основная масса клиентов приходит от такого магазина, как Home Depot. В компании только я и мой помощник. Хочется вырасти до компании из нескольких команд. Здорово, что вы открыли бизнес в США, это классная идея. Тем более установка полов, там всякие технические вещи. Такая область, где нужно приложить и мозги, и руки, и определенные технологические умения. Это очень востребовано в США. Сейчас расценки просто на такого рода работы, они просто фантастические, они просто великолепные. То есть можно делать прекрасный бизнес. Проблема расширения всегда очень простая. Вы делаете эту работу. То есть, очень многие предприниматели являются умелыми специалистами в какой-то области. Те, кто не является специалистом, экспертом, а является просто предпринимателем, я им просто завидую, и их бизнесы, как правило, развиваются еще быстрее. Завидую, потому что я сам эксперт-специалист в области построения системы управления, в области управления бизнесом, и это немножко тормозит, потому что предпринимательское мышление немножко другое. Так вот, как мыслит предприниматель? Смотрите, предприниматель мыслит это очень просто. Как сделать так, чтобы теперь эту работу я научился зарабатывать, у меня есть какой-то денежный поток, Home Depot дает мне заказы, я выполняю эти заказы, а теперь как сделать так, чтобы эту работу делали другие? Я вам очень рекомендую посмотреть на следующую вещь. Я не очень знаком с получением заказов в Home Depot и управлению какими-то командами, которые, собственно, выкладывают пол. Но я понимаю, что там есть работа, связанная и с маркетингом, там есть работа, связанная с продажами, там есть работа, связанная с планированием, собственно, производственного процесса, там есть работа, связанная со снабжением, там много-много разных видов работ. И когда ты начинаешь бизнес, как правило, ты всегда выполняешь, можно сказать, функции множества разных подразделений. Так вот, чтобы развиваться быстро, нужно постоянно, в постоянном режиме, в еженедельном режиме анализировать, а что, во-первых, ты делаешь, то есть не просто, что ты делаешь в целом, а какие задачи ты, например, на этой неделе выполнил, относящиеся к логистике, к снабжению. А какие задачи, например, на этой неделе ты выполнил, относящиеся к продажам? И сколько все эти задачи заняли времени, самое главное? А сколько ты, например, потратил времени на какие задачи, связанные с рекламой, с получением заказов? А сколько ты потратил времени на то, чтобы управлять ребятами, которые непосредственно физически делают работу? Каждую неделю ты просто ведешь дневник. Ведите дневник постоянно, не прекращайте, всегда ведите, записывайте туда все задачи, которые вы выполнили в течение недели. Указывайте время. А потом раз в неделю садитесь и анализируйте. И смотрите, а сколько у вас лично времени уходит на те или иные виды работ. И вы очень быстро обнаруживаете, что, например, задачи по логистике у вас занимают 10 часов в неделю. А все эти задачи, они очень простые. Они несложные. Это найти, купить, привезти, организовать доставку, приобретение и так далее. А задача, например, по продажам клиента у вас занимает еще 15 часов в неделю, потому что надо поехать на объект, нужно сделать какой-то estimation, то есть предварительный расчет, нужно поговорить с потенциальным клиентом и так далее. Когда вы смотрите на этот скоп задач, на срез, на этот объем задач, следующий вопрос, и не нужно оттягивать, не нужно ждать, когда вашему бизнесу будет год, 2, 3 или 10 лет. Не надо. Прямо сейчас смотрите и думайте, а что из этого вам нужно в первую очередь делегировать. И, например, возможно, вам надо и очень часто в таких видах бизнеса вам надо делегировать работу с клиентами и продажи. Почему? Потому что работа с клиентами, она заставляет все время быть на связи, отвечать на вопросы. Работа с клиентами, очень ее сложно организовывать, потому что этот клиент смог в такое-то время, тот в такое-то, у кого что-то поменялось, значит, нужно сделать фоллоуап, то есть нужно дозвониться. То есть на этом всегда очень много внимания. И обычно, когда предприниматель сам занимается продажами, у него, по сути, эта область, она забирает у него всю энергию, всю силу, все творчество. При этом он, конечно, чувствует себя просто красавцем, потому что он же кормилец, черт побери, компании. Он все деньги в компанию приносит, ему все в клювик должны смотреть и так далее. Но на самом деле это то время, которое он не потратил на то, чтобы найти еще дополнительно бригады, на то, чтобы это все организовать, на то, чтобы контролировать качество, на то, чтобы появились какие-то сайт-менеджеры, или как это по-русски, прорабы, которые работают на... То есть на это все не остается времени, если ты занимаешься продажей. Поэтому ваша задача — это определить, что вам нужно делегировать. И да, конечно, вы мне скажете,
Ну, если я это делегирую, если найму человека, я же начну меньше зарабатывать? Ну да, конечно, вы начнете меньше зарабатывать. То есть, когда вы делегируете на какой-то период времени, вы меньше зарабатываете. Это абсолютно нормально, потому что вы эти деньги могли бы оставить себе, вы отдаете их кому-то, наемному продавцу, наемному логисту и так далее. Но бизнес не может развиваться без инвестиций. Это так не работает. Послушайте, когда люди создают стартапы, они сотни тысяч долларов привлекают просто на какую-то идею, которая еще даже толком не проверена, и вообще непонятно, взлетит она или нет. В вашем случае эта инвестиция намного менее рисковая, но вам придется проинвестировать, вам придется нанять этого человека. Я инвестирую. Помните, мы говорили о голосовании по инвестициям? О них мы тут и беседуем. Охренеть. Пора более агрессивно инвестировать средства. И когда вы это делаете, единственный вам совет такой, что не тяните резину. Если вы видите, что человек справляется, продолжайте. Если вы видите с самого начала, что человек не очень-то справляется, берите другого, потому что, когда мы нанимаем людей, не существует на сегодняшний день методик, которые могут вам 100% вероятность сказать, да, этот человек просто хороший, и все будет хорошо. Мы можем ошибаться в людях, поэтому наняли, испытательный срок, 2-3 встречи, посмотрели результаты, не нравится, все следующее. Нравится? Прекрасно, продолжаем, вам повезло, вы эту область делегировали, вы занимаетесь вопросами развития, смотрите, что делегировать дальше. То есть скорость развития бизнеса любого напрямую зависит от скорости делегирования, больше ни от чего. Сделайте анализ того, что вам надо делегировать, и быстро ищите человека, и быстро отдавайте эту работу. Потому что вы же хотите большой бизнес, вы же хотите вырасти до нескольких команд, или до нескольких сотен команд, или до нескольких тысяч команд, потому что рынок США, он огромный на самом деле, он довольно прибыльный. Но не надо ни в коем случае застревать в этом таком цикле предпринимательском, владельца обувной лавки, который сам стоит за прилавком, который сам делает закупки и все такое, и не хочет нанимать никого, кто будет стоять за прилавком, потому что надо будет отдать ему часть денег. Воспринимайте это как инвестицию. Бизнес развивается только через инвестиции. Но в данном случае они не такие уж и большие.